каждый, кто видит этот дом, сразу ощущает, что его стены хранят тайны и истории, ждущие своего часа. Это настоящая частица архитектурного наследия в предгорье горы Арагац. Когда мы только купили этот дом, видя его стены, арочный вход, подвалы, мы пытались понять, почему он построен именно так. Что стоит за его планировкой, которая повторяется еще в нескольких домах нашего села Воскевас. Дома с такой же планировкой можно найти и в соседнем селе Ушакан, а также в городе Аштарак. Причем все они построены в разные эпохи. Эти поиски ответов привели нас к неожиданному открытию. Этот шедевр научной литературы советской эпохи, всеобщая история архитектуры, стал нашим проводником в прошлое нашего дома. Этот 12-томник представляет собой одно из самых полных исследований мировой архитектуры из когда-либо созданных. В третьем томе мы обнаружили точную копию нашего собственного дома. Оказалось, что наш дом выполнен в классическом стиле этого региона. В отличие от расположенных в горных районах домов конструкции Глахтун, которые были созданы для холодных зим, дома в этих низменных районах были спроектированы для более теплого климата и сельскохозяйственного образа жизни. Основные его элементы – 2 этажа, широкий функциональный балкон и арочные входные ворота. Пожалуй, самая увлекательная особенность таких домов – это просторные полуподвалы. Советские историки архитектуры отмечали, что они были необходимы в селах, где люди активно занимались земледелием и виноделием. В этих прохладных, темных помещениях поддерживалась постоянная температура круглый год. Это идеально для хранения собранных фруктов, овощей и вина. Настоящее сокровище нашего дома – старинная винодельня, скрытая в одном из подвальных помещений. Согласно всеобщей истории архитектуры, винодельни были неотъемлемой частью сельской жизни Армении. Здесь, в этих карасах нашего подвала, до 90-х годов прошлого века традиционным методом производили вино. Представьте себе, как здесь кипела работа. Воздух наполнялся ароматом бродящего вина, секреты которого передавались из поколения в поколение. Историки архитектуры отмечают, что эти дома строились из туфа и кирпича сырца с минимальной штукатуркой. Мы решили сохранить оригинальную каменную кладку везде, где это возможно. Кстати, история о том, как строили наш дом и что связывает его с архитектором Таманяном, вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. Этот крытый арочный проезд, ведущий в наш двор, еще один характерный элемент домов нашего региона. Когда я прохожу здесь, я почти слышу звуки прошлых поколений и ритмы сельской жизни. Восстанавливая этот дом, мы не просто сохраняем камни и подвалы, мы отдаем дань мудрости местных мастеров. Каждый элемент тут имеет свое значение, каждый уголок раскрывает историю. И теперь наша семья пишет следующую главу истории этого дома. Когда понимаешь архитектуру места, начинаешь понимать и местных людей, их страхи, их надежды, их повседневную жизнь. И наш дом – это живое свидетельство культурного и архитектурного наследия, которое стоит между прошлым и будущим. Подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии, смотрите другие наши видео. Оставайтесь с нами.